Друзья, после перерыва в 6 месяцев я рада снова приветствовать вас на своем канале. В связи со всеми известной ситуацией у меня не было возможности выпускать ролики. В своих последних видео я говорила о войне, которая и сейчас идет в моей стране. Многие из наших биатлонистов занялись волонтерством, а кто-то успел побывать на передовой. Хочу сегодня с вами поделиться новостями украинского биатлона за прошедший период. Начну с того, что произошли изменения в тренерском штабе. Урош Велепец, который ранее был тренером женской сборной и личным тренером Юлии Джимы, решил продолжить свою карьеру в Германии. Словенец теперь будет тренировать немецкую мужскую сборную, а его место занял Александр Кравченко. Александр Белоненко и Олег Меркушин будут ему помогать в работе с нашими девушками. Мужская сборная уже начала подготовку к сезону на сборах в Германии. В ее состав предварительно вошли Дмитрий Педручный, Артем Прима, Денис Насыка, Тарас Лысюк, Богдан Цимбал и Антон Дудченко. Отмечу, что Юрай Санитра, несмотря на свои сомнения, все-таки продолжил работу с командой. К слову, в состав женской сборной команды А вошли Елена Белосюк, Дарья Блажко, Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Анна Кривонос. Все мужчины, в том числе и Дмитрий Педручный, который входил в состав Нацгвардии, получили разрешение на выезд. К ним присоединилась и Дарья Блажко, которая сама проявила желание поработать с мужской сборной. У нее уже был опыт работы с Юраем Санитрой, тогда Блажко показала неплохой прорыв. Поэтому тренерский штаб согласился с просьбой биатлонистки. Скандальным было заявление Брынзака о выезде натурализированных биатлонисток. Много спортсменов, в частности лидер мужской сборной Дмитрий Педручный, обвинил его во лжи. И на данный момент кандидатура Брынзака на посту президента Федерации биатлона Украины находится под вопросом. К слову, 4 биатлонистки были отчислены с состава команды украинской сборной. Это Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Дарья Сидорова и Оксана Москаленко. Стало известно, что Бех уже собирает документы, чтобы возобновить российское гражданство. А в своих соцсетях девушка выставляет фото с тренировок в форме российской сборной. Если остальные спортсменки никак не комментировали эту ситуацию, то Ольга Абрамова, которая с 2012 года выступала за сборную Украины, была возмущена решением о ее увольнении. В своем инстаграме биатлонистка сообщила, что с первых дней была против вторжения в Украину. После выезда Абрамова поехала к своей дочке в Россию, а позже девушка вместе с ребенком и супругом, биатлонистом Тимофеем Лапшиным, выехали в Южную Корею. Немного о хороших новостях на личном фронте наших спортсменов. 22-летний призер юниорского Кубка мира по биатлону Роман Боровик сделал предложение биатлонистке украинской сборной Анне Кривонос. В соцсетях молодые люди похвастались фотографиями с этого события. Напомню, что с 24 по 28 августа в немецком Рупольдинге пройдет чемпионат мира по летнему биатлону, где примут участие и украинские спортсмены. У меня насобиралось очень много биатлонных новостей и запланированных видео, которые находятся в архиве. Поэтому подписывайтесь на канал, поддержите ролик лайком и до скорой встречи.